Перед началом ролика хочу вам посоветовать активное сообщество по черному клеверу Q-форум. Тут ты можешь читать мои переводы глав, обсуждать их с другими фанатами ЧК и не только, участвовать в викторинах и блиц-опросах, смотреть совместно различные аниме и даже можешь получить свой личный гримуар. Так что залетай и наслаждайся активностями, ссылка будет в описании. Сегодня мы разберем долгожданную 369 главу Черного Клевера, в которой состоится бой против Люциуса. Аста продемонстрирует свою новую силу в действии, а также расскажет поподробнее и про то, как она работает, и еще много чего интересного, от которого аж дух захватывает. Даже Люциус от такого сел прикурить, так что погнали разбирать эту поистине шикарную главу. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 369 глава манги Черного Клевера. Переводил ее сами, так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен. И в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь с выходом каждой главы. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 369 главы. Прежде всего, новая глава встречает нас офигенным цветным разворотом, который просто выше всех моих похвал. Я даже больше скажу, один только этот цветной разворот достоин отдельного ролика, так что ожидайте его в ближайшее время. Само же повествование также встречает нас цветной страницей, и вы только посмотрите, мы наконец-то увидели официальный покрас антагониста Люциуса Загратиса. Как же круто подобраны цвета. Вот только это сейчас совсем не главное, ведь лучшие друзья Аста и Юна наконец-то встретились, став плечом к плечу против антагониста, говоря свою коронную фразу, что они одолеют Люциуса и достигнут титула короля магов. После чего эти двое ринулись прямиком к двум дублям четвертого Загратиса, заявив, что это будет битва 2 на 2. Однако у самого злодея были совсем другие планы, ибо это отнюдь не равноценный бой. При нем было еще 2 дубля, так что сражение будет 2 против 4. И самое впечатляющее то, что Люциус больше уже не поддает никакого вида сомнений или переживания от того, что перед его глазами показался живой Аста, поскольку в его арсенале было еще много оружия, помимо 4 пешек против протагонистов. Это и десятки ангелов, в данный момент 3 паладина и еще 11 дублей, которые распределены по столице королевства Клевера. Так что, по мнению антагониста, несмотря на такой поворот событий, преимущество все еще было за ним. При этом еще нужно не забывать, что сам четвертый Загратис еще даже не показывался на поле боя, и кто знает, сколько еще дублей своего тела он сможет создать, имея при этом неограниченный доступ к возможности сотворению людских тел. Однако не только злодей был так сильно в себе уверен, вы только посмотрите на эту хитрую морду, который также припрятал в рукаве секретный козырь с раздачей антимагии. И сегодня мы наконец-то узнаем подробности ее действия и распространения. Еще до того, как отправиться из Ведьминого леса в столицу Клевера, получив антимагический баф от главного героя, черным быкам предстояло узнать от Ичики действия и ограничения этой техники. Но так как они впервые виделись, а Магна так вообще считал ее какой-то подозрительной, следовало сначала познакомиться. И вы только посмотрите на их лица, когда они узнали, что Ичика это сестра того самого капитана Ями. Финралу было даже как-то не по себе от того, что тот, кто был так похож на Кэпа, может быть таким красивым. Ну да ладно, опустим лирику. Главное, что нужно было знать быкам об антимагическом бафе Асты, так это то, что их магические свойства были тесно сплетены с антимагией, что в итоге позволяет им использовать в бою псевдо-антимагию. А называется эта техника бафа Астера, по его словам, связывание с дьяволом. А вот только как оказывается, распределение быкам количества псевдо-антимагии было не бесконечным, а значит им всем нужно было грамотно ей распорядиться по ходу использования заклинаний. Или, как объяснила Ичика, чтобы они воспринимали этот баф как усиление одной или двух мощных ударов. То есть выходит, что в плане длительности и неограниченности Neverland Юна все-таки круче, но баф ГГ позволяет эффективно
эффективнее противостоять мана-формам и заклинаниям. И, кстати, из того, что черные быки получили не чистую антимагию Либия, а псевдо-антимагию, значит сразу же должны отпадать возражения некоторых читателей по поводу того, а как это вообще быки с магией получили антимагию. К тому же, так как и антимагия Асты может взаимодействовать с магией, то ее слабая псевдо-версия и подавно. Но в любом случае, эта тема также достойна отдельного ролика. Однако давайте посмотрим на силу этого бафа в действии и даже больше лицезрим новую черную форму лака молниеносного боевого демона, в облике которого ему удалось буквально в считанные секунды уничтожить сразу 5 ангелов Люциуса, с которыми ранее при поддержке паладина Дамнатио всему отряду черных быков было очень сложно справиться. А тут лак в одиночку выносит 5, после чего тут же, рассекая 6-го, молниеносно обрушается на 7-го ангела, пафосно приземляясь около одного из дублей Люциуса, который уже тогда немного приохерял от того, что кто-то кроме Асты мог использовать антимагию, с огромной скоростью сокращая количество его ангельских солдат. Уже тогда антагонист понимал, что такой мув доставит ему определенных неприятностей, но из-за того, что черные быки использовали антимагию, а значит их было труднее обнаружить, Люциус не заметил, как за его спиной в сию же секунду появился Магна и швырнул в него черный фаербол, который, несмотря на то, что Люциус уклонился, из-за одного из свойств антимагии притягивается мания, тот все равно последовал за ним. Да и заблокировать этот фаершар не удастся, так как неуловимая траектория Магны не позволяет этого сделать, а псевдоантимагия не даст возможности защититься магией, обеспечивая прямое попадание. Однако это был даже не обычный фаербол, а тот самый триггер секретного заклинания черного пламени, стремительного поединка цепей душ, которым Магна смог связать сразу 3 магов путем уничтожения одного из ангелов Люциуса, после чего удалось перенести цепь души Лака и ангела на антагониста. В итоге, деля всю мощь дубля на 3, получая неимоверный буст маны запаса. Ну этот мужик просто превосходит все мои ожидания. Это же надо было суметь такое провернуть. И хоть Магна уравнял свою силу с противником, но поспевать за 4-м Загратисом ему было все еще сложно. Чего нельзя было сказать о Лаке, который такой прирост маны позволил еще быстрее продвигаться, просто молниеносно атакуя противника, при этом позволяя своему напарнику проще наносить удары черными фаерболами. И что вы думаете? Это сработало. Данный дубликат Люциуса из-за воздействия псевдо-антимагии не мог регенерировать, но все еще сопротивлялся и даже раскусил, что их запас антимагии не бесконечен, так и с течением хода сражения справляться с оппонентами становилось чуточку легче. Магна с Лаком также понимали, что затягивать бой было нельзя, так как у них уже осталась половина полученной ими антимагии из бафа. А поэтому, находясь вблизи с противником, эти двое решают вложить все в последнюю мощную атаку, создав совместное заклинание черного пламени и молнии, разрушающая взрывная пушка, полностью уничтожившая тушу дубля антагониста. Ну ребятки, это была великолепная отсылка на бой Магны и Лака против Вета. И в этот раз эти мужики вышли из боя победителями, после чего следует насмешливое выражение лица главного героя, обращающегося к Люциусу, говоря, что теперь посмотрим, кто будет на шаг впереди. Ну ребятки, это была прекрасная глава. Наконец-то мы увидели новую силу Асты в действии, с помощью которой, хоть и истратив весь баф, но всего лишь 2 быкам удалось победить дубликат Люциуса. Также, что еще хочу подметить, так это то, что рисовка в этой главе была просто на высоте. Видимо, здоровье Табаты действительно улучшилось, так что будем ожидать следующую главу, о выходе которой я вас обязательно уведомлю. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забывайте про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.